Всем привет! Как вы догадались, да, это старая игрушка Resident Evil 3 Nemesis, которая вышла еще в 90-х годах на Sony PlayStation 1. Но это ремейк. И глядя на этот ремейк, сказать то, что я обалдел, это не сказать ничего. Это совершенно новый подход, абсолютно новая графика, вообще совершенно другая игра. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Я уже включал ее, смотрел, что там. И вот хочу поделиться с вами своими эмоциями. Просто я, честно говоря, я охуел. Я охуел в хорошем смысле этого слова. Это просто, бля, это не игра, это, я не знаю. Старички меня поймут, те, кто в начале 2000-х, в конце 90-х, в начале 2000-х балдели от своих приставок Dendy, Sony, Nintendo. Вот те, кто обожал эту игру, согласится со мной, что разработчики ее возродили заново. Она же давно ушла в прошлое, стала, ну, по сравнению с современными мерками, графика убогая, просто ужас. На то время графика была просто обалденная. Ну, на то время ничего лучше и не существовало. А теперь игра превратилась в кино. Ты как будто бы кино смотришь, ёпта. Вот этот самый монстр, вы его видите, Немесис. Вроде бы это именно он. Хрен его знает. Вот вот в чем прикол, что в голимой графике парашливой я сразу мог бы сказать, что это точно он. А сейчас совершенно все изменилось. У меня компьютер не такой уже и мощный. Играю я на самых минимальных настройках. Но посмотрите, какая картинка даже на самых минимальных настройках. Итак, приступаем. Выбираем сюжет. Конечно же, новая игра, чтобы показать вам абсолютно все. Режим игры стандартный, хардкор, кошмар, ад. Упрощу. Так, стандартный. Стандартный режим игры — это тот режим, который... Вот, кстати, вот многие интересовались у меня, в чем между ними отличие, кроме степени сложности. Так вот, стандартный режим — это режим, который задуман самим разработчиком, сценаристом игры, ну, то есть по дефолту. А вот все остальные, хардкор, кошмар, ад — это дополнительные увлажнители. Упрощенное — это уже тоже измененное все. То есть, если вы хотите играть в настоящий сюжет, если в сюжетную игру играете и хотите поиграть в тот сюжет, который изначально был задуман, то выбирайте всегда стандартный. Я вот не знаю, что выбрать, упрощенный или стандартный. Кстати, тут, кстати, внизу пояснение есть. Для игроков, мало знакомых с играми серии Resident. Автонаведение, часть здоровья восстанавливается автоматически, враги слабее. Вы начинаете игру со штурмовой винтовкой, вы создаете больше боеприпасов. Короче, понятно. Я сразу же отказываюсь от автонаведения и прочего дебилизма. Ну, в силу того, что я играл на Sony PlayStation 1 в нее, в то время не было ничего подобного, поэтому я выбираю стандарт. Хардкор — это враги сильнее, предметы и боеприпасы попадаются реже, вы создаете меньше боеприпасов. В общем, я хочу окунуться в ностальгию, поэтому выбираю стандарт. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в истории. Разъяренная толпа
Горящие здания по всему... Власти ожидают новые беспорядки. Людей избивают, Он мародерство потерял повсюду. сознание, лицо было... В городе объявлено чрезвычайное положение. Мы официально объявляем карантин на юго-западе Власти не США. знали. Честность, самоотдача, порядочность – это ключевые ценности, лежащие в основе корпорации Umbrella. И на этой основе мы продолжим строить светлое будущее для всех. Так, мне надо кое-что подправить. У меня слишком резкая мышка. Извиняюсь. Окей, мне пофиг. Управление. Где у нас? Так. Нет, не управление, а камера. Вот. Чувствительность мыши. Уменьшим. Обычный игровой процесс. Так. Давайте сбросим. Так, все. Вот. Сейчас более-менее комфортно. Хотя, блин, я не ту кнопку нажимал. Так. Камера. Разбросить. Так. Обычный прицеливание. Версия камеры не надо нам. Так, отлично. Сюда. Такая молния. Так, идем. Хорошо, что есть подсказки, какую кнопку нажимать, потому что геймпада от Xbox у меня нет. Играю на клавиатуре с мышкой. Так. Это Джилл. О, нет!
кошмар О, приснился. черт. С каждой ночью все хуже. Так, Еще 3 дня, и я наконец уберусь отсюда. может быть. Так, что у нас тут? Нифига. Что там случилось? Что, пойдем обратно в ванну? Секундочку. Мне тут надо кое-что. О. Зайду. — 28 сентября, 20:07. А это кто? Кто-то. Так. Да-да, иду. Да елки-палки. Солнце так светит в окно, что я не вижу, что на экране изображено. Секундочку. Так, как мне тут пройти? Телефон это. Или перезвоните. Алло? Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда! Что случилось? Нет времени объяснять! Выбирайся немедленно! Хорошо, дай только... Что это за хрень? Надо выбираться. В окно, да? Что за... Охренеть. Бежим отсюда, давай, давай, детка. Иди. Так, травы. Не надо нам собирать сейчас. По сюжету пока, наверное, нет, да? Ладно. Сука, вот урод. Пытается ее убить.
Это нам типа повезло сейчас, да? Окей. Джилл! Сюда! Брэд, Ты как? что это за монстр? Без понятия. Но он охотится за агентами Стас в городе. Тобой и мной. И я сваливаю. Сама подумай. Чем больше ждем, тем больше в жопе. Согласен. Как все произошло так быстро? Я не знаю, но беда никогда не приходит одна. Все как в Аркли, но хуже. Эй! Сюда! Мы здесь! Вот черт! Это какой-то сон. Как столько людей могло заразиться? Брэд! Берегись! Их так много. Дверь сзади! Ну! Не переживай. Мы справимся. Брось, Джилл! И так все ясно. Нет, не ясно. Мы еще команда? Конечно. Тогда смотри, не облажайся, как я. Иди! Мне жаль, Брэд. Да, мне тоже жаль. Сожалею. Сука, урод. Черт. О, кстати, хорошо, что на паузу становится игра. Так, изучить, выбрать. Так, быстрый доступ. Вот сюда. Так, пистолет. Быстрый доступ. Закинем. Вот сюда. Отлично. Блядь, суки. Уроды. Скотина. Так, это боеприпас. Понятно. Так. Никаких лекарств у нас сейчас нет, да? Блин, меня сожрали уже. Продолжить. Как так-то? Если вам кажется... Так.
Окей. Сожалею. Так. А, он уже есть. В башку ему стрелять. Черт! Сука. Бегаем отсюда. Так. Переместим нож сюда лучше. И... А куда бежать, ёбаный в рот? Уроды! А, вот. Отлично. Эй, вы! Внизу! Идите на крышу парковки! А где она? Парковка. Ясно. Сэр, вы в порядке? Назад! Не подходите! Спокойно. Вертолет доставит вас в безопасное место. Безопасное? Я никуда не пойду! Парковка близко. Я провожу Нет! вас. Безопасно только здесь! Да? Сэр, как вас зовут? Я не могу вас бросить. Я Дарио Росса. И да, я понял. Вы просто хотите украсть мое убежище. Свое ищите, дамочка. Дамочка? Успокойтесь, пожалуйста. Я из полиции. Пришла помочь вам. Да. У вас прекрасно получается. Хотите помочь? Можете приковать себя к одному из этих уродов. Сэр, это последний шанс. Никто больше не приедет за вами. Я никуда не пойду! Лучше помру здесь с голоду, чем пойду на корм одному из этих монстров. А теперь уходите! Ебанутый, что можно сказать? Это у нас что? Так, у нас карта вообще, в принципе, есть или нет? Давайте-ка глянем. Настройки, управление, горячие клавиши. Так, действие F или мышь. Хорошо, перезарядка R, Space, поворот, удар с разбегу, Е, смена боеприпасов. 1, 2, 3, 4, оружие, AWDS, перемещение, Shift, бег, Q, быстрый разворот, сброс камеры, Alt, P, пауза, открыть карту N, либо Ctrl. Снаряжение открыть, Tab, подтвердить меню, Space, назад меню правой клавиши мыши. Z переключить категории меню. C переключить категории меню. А, это уже то же самое пошло, да? Так, ну и куда нам?
Доберитесь до парковки на крыше. А как нам туда добраться? Знал бы я еще в какой стороне. Вот, блядь. Вот парковка вроде бы. Но сказано на крыше. Блять, выродки. Черт! Быстрее, быстрее, сука. Уже давай. Хорошо, что поблизости был лифт. Ну, недолго пришлось его искать. Эй, я здесь! Куда? А она красивенькая, кстати, да? Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Прости. О, Ну же. Заводись, блядь. действительно. Моя очередь, сука. Сука, живучий урод. Эй! Гондон! Нихуевенькая у него Так, спокойно, я помогу. Кто ты? пушечка. Что ты Я делаешь? Карлос, спасаю тебя. Давай, пойдем в убежище. Кажись, оторвались. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Какой мудак их закрыл? Придется идти в обход. Так что ты знаешь о том монстре? Ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Я сейчас съем морковь. Ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься?
Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось. Стоп, 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 стоп! О чем это ты? Доверять мне ты не обязана, но я иду в убежище. Ты со мной? Давай, сюда. Кстати, на секундочку хотел сказать, что было бы круче, если бы они сделали переходы между локациями, дверями, такие же, как они сделали в игре Resident Evil 3 Nemesis. Это Resident Evil 3 ремейк. Вы помните, как затенялся экран, по бокам все черное, чисто дверь одна открывается, загрузка новой локации. Это было бы, ну, как-то сказать, ностальгично и снизило бы нагрузку на оборудование, на компьютер. Игра была бы более производительная. Фу, так, вагоны метро они переделали, да? Капитан, этой милой даме пригодилась бы помощь. Карлос, ты даже не спросил милую даму, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун-Сити. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать гражданских. Ну да. И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. Поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство. Да. Что ж, мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Нам нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ладно. Я в деле. Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Суперкоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация. Итак, начнем. Кстати, мне еще интересно, как здесь построена система сохранений. Сперва снарядим тебя. Я вроде бы ни разу не сохранялся еще. Ну, как вы видите. Поднимайся на улицу. Там будут припасы. Окей? Так, на улице припасы. Да. А что будет с тем, что она держится за живот? Черт, капитан. От вас прям кусок оторвали. Ничего, проживу и без него. Карта, вот, наконец-то. Доступна карта. Так, использование карты. На карте отображается не только ваше текущее местоположение, здесь также можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Далее. Так, это, я так понимаю, мы. Мгм. Вот это, я так понимаю, вот здесь дверь закрыта. Так, поиск завершен. Ведется поиск, другая карта. Так, файл. Файл.
Отчеты всякие. Снаряжение. Мышка переместить, 3.1 приблизить, R сбросить. Ну, я, в принципе, приближать могу и мышкой. Так, закрыть. А не могу ли я у вас попросить аптечку? Нет? Или опять, как в старой версии, травы собирать? Ладно. Так, сейчас еще немножко снизим производительность, точнее повысим. Графика, я знаю. Давайте вот так вот сделаем. О, вроде бы как-то пошустрее. Немножко вот. Так, он сказал наверх, да? Ну, давайте пока не будем спешить. Ну, очень не хочется мне встречаться с монстрами. Так, осмотримся здесь, может тут что-то есть. Полезно. Так, я изменением разрешения не изменил. Не ухудшил себе картинку? Нет. Особо не ухудшил. Так. Карта. Это я здесь, да? Окей. Выберитесь на поверхность, сказано. Окей. Это запертая дверь, я вот в ней нахожусь. Так. Интересненько. Так, это я здесь нахожусь. В запертой двери. Ага. А как мне сюда выбраться-то? Ваша ебаная поверхность. Попробуем в другую сторону. Так. Ну вот я иду сюда. Давайте попробуем. Так. Здесь. И пройти направо. Во, сюда. Точняк. Что у нас тут? Порох пороховых пуль. Отлично. Так. Инструкция по изготовлению пороха. Если на поле боя заканчиваются патроны, пушка превращается в бесполезную куколку. Не хочешь сдохнуть? Запиши себе на подкорку эти формулы. Так. Пули для пистолета порох X2. Патроны для дробовика порох плюс высококачественный порох. Патроны для револьвера высококачественный порох X2. Ага, то есть обычный порох X2 это для пистолета. Порох смешиваем с высококачественным порохом. Это для дробовика. И патроны для револьвера
Чтобы получить, нужно смешать высококачественный порох X2. Хорошо. Подготовились и вперед. Накормим мертвяков до отвала. Главное, самим не пойти на десерт. Окей. Инструкция так, в русском стиле написана. Шикарно. Мне нравится. Так, погнали. Лучше поскребем по сусекам. Может, где что валяется. Так. Из-за того, что мне слишком ярко солнце светит прямо в окно, я очень плохо вижу, что здесь показано. Ну, что изображается на мониторе. Блин. Надо было вечером записывать. Так. Тут какие-то вещи. Так, а если я немножко прибавлю... Хотя нет, если я прибавлю яркости, будет не то. Джилл, это снова я. Ты уже поднялась? В процессе. Так какой у нас план? Старик приказал расчистить пути. Сможешь заставить метро снова работать? И как мне это сделать? Сначала восстанови питание. Доберись до главной улицы, и я укажу путь к подстанции. Поняла. Не будем мешкать. Питание от подстанции. Так, отлично. На карте, я думаю, указан путь, нет? Нет. Наивный я, да? Ну, он же сам сказал, что он укажет путь к подстанции. Ну, так где указание? Так, тут нифига нету, погнали. Вверх. Так, не спешим, не спешим. Нет, все-таки я сделаю немножко ярче настройки в самой игре, потому что настройки на мониторе мне как-то... Так, вот. Яркость. А вот, кстати. Тут есть дополнительные настройки. Настройки перекрестия. Ну-ка, давайте сделаем его зеленым. И что получится? Так. Сейчас. Хорошо, что я залез сюда. Экран. Белый, зеленый, синий, красный. О. Красный вроде бы более четко видно. Так. Дальше. Настройки. Экран. Обучение, интерфейс, все это включено. Цветовое пространство. Кстати, вот оно, лучше. REC 709. Яркость. Так, измените значение, пока узор не станет практически неразличимым. Вот он таким и стал. Измените значение, пока узор не станет практически неразличимым. Это, в принципе, так все и есть. Так, цветовое пространство 709, это очень хорошо, что я сюда залез. Вот теперь намного четче все видно. Так. Порох взял. И что еще?
Порох. Трава. Трава. Так. Настройки. Экран. Яркость теперь можно увеличить. Вот отсюда. Вот так. О, почти. Как-то слишком уже. Вот. Почти неразличимо. Осталось. Так, чтобы исчезло, да? Вот так вот. Вот, отлично. Нормальное цветовое пространство. Так. Объединение предметов. Некоторые предметы можно комбинировать с другими как для освобождения ячейки, так и для создания совершенно новых предметов. Для этого нажмите плюс «Объединить». Окей. Так. Меня интересует вот это. Инструкция для приготовления пороха. Знаю. Так. Изучить. Порох стандартного образца из двух чего из двух щепоток можно создать патроны для пистолета. Окей. Давайте объединим. Вот. 2 щепотки пороха. Отлично. Теперь объединить. В смысле? А как нам зарядить пистолет? Брать, изучить, объединить, быстрый доступ. Так, вот так только, да? Отлично. У нас есть теперь пистолет. Так, трава. Изучить. Зеленая трава. Зеленая трава, растущая в горах. Аркели восстанавливает небольшой объем здоровья. Окей. А вот как мне теперь понять, стоит мне объединять двойную и делать из них, или выпить так? Ну ладно, используем так. О. Хорошее здоровье. Ну, хорошее лучше, чем внимание. Так, отлично. Значит, и передвигаться мы сейчас будем лучше. Шикарно. Что у нас тут? Пистолет G19. 5-зарядный пистолет калибра 9 мм. Славится своей компактностью и изготовлен из сверхпрочного пластика. Из пластика пистолет? Вы серьезно? И состоит на
Вооружений армии его. Так, я так понимаю, в этот ящик я могу положить лишние вещи. Окей, я понял. Стоп, так а что, здесь сохраниться могу или как? Я что-то ни хрена не догоняю пока что. Это типа безопасное место для сохранения, как вот Resident 3, Evil 3 Nemesis. Там была специальная комната с печатной машинкой. Нужна была лента, чтобы заправить ее в печатную машинку. Ну и так вот сохранялись. Вот это у нас что? Думаю, я бы смогла включить эту штуку, если бы поняла, что и куда вставлять. Ага. Ну да. Вот тут у нас что? Травы и в полевых условиях. Учебник. Так. Мощная микстура. Зеленая трава X2. Микстура максимальной мощности — это зеленая трава плюс красная трава, либо зеленая трава X3. Ага. Целебный спрей. Самостоятельно его не приготовить. Увидишь — бери. Пока все. А теперь заканчивай и пошли пить пиво. Так. Зеленая трава X2 мощная. Максимальная зеленая плюс красная. Либо зеленая X3. Ага. Про синюю траву ничего не говорили. Я просто помню, что вроде бы как какой-то травой можно было отравиться. Так, погнали. Еще что-то поищем. Вот. Набедренная сумка. Отлично. У нас дополнительные места появились. Не понял. О. Переместил. Так, что у нас тут еще? Еще одна набедренная сумка. Это отлично. Это шикарная новость. Тут у нас что? Ох ты. Ну, сейчас, наверное, мы зашикуем. Если, конечно же, там что-то полезное для нас есть. Кстати, как вам качество цвета? Мне цветовое пространство 709 больше нравится, чем sRGB. Так. Монета восстановления. Руководство старост по боям. Справочник по созданию. Отмычка. Болторез. Клинок самурая. Рамден, что это такое? Пистолет бесконечность. Да ладно. Винтовка. Интересно. Что значит бесконечность? Ладно. По-моему, в ремейке очень сильно облегчили игру. Винтовка. Это что?
Ракетная установка бесконечности. Ну, пускай будет. Блин, так неинтересно будет играть, ребят. Зачем? Зачем вот такую вот херню делать? Это что? Хрен его знает. Не буду я. Хранить. Хранить. Так неинтересно. Ну, пистолет пускай будет. Хот-догер, что за он? Что это такое? Хот-догер этот нож против биоружия. Хорошо. Это универсальный нож, этот такой нож. Вот это пистолет бесконечности. Хорошо сбалансированный 16-зарядный пистолет калибра 9 мм, благодаря большой точности, используется многими военными. Так а при чем тут бесконечность, я не могу понять. Рауден. Энергетическое оружие, разработанное Umbrella на основе изучения электрических явлений. Мгм. И ракетная установка. И чё? Ну и так у нас полностью заполнен этот самый. Нафиг мне это надо? Не хочу я так вот. Так, отлично. Попробуем этот пистолетик. Что у нас тут? Так, сохраниться. О, кстати, музычка какая. Слышите? Охренеть, ностальгия, блин. Точно та же самая музыка, что и, считай, 20 лет назад. Так. Карта наша где? Печатная машинка. Станция метро. Питание подстанции. Так, вот это интересно, что у нас. Да. Так, это я сюда ставлю. Ага. Понял. Восклицательные знаки сейчас подойдем. Это у нас здесь стоит восклицательный знак. Ага.
Такой же восклицательный знак еще здесь, да? Да. Я понял. Япония. Мгм. Что ж, выходим отсюда. Еще выжившие. Надо завести этот поезд. Зараза. И надо в башку стрелять. Так, карта. Слава богу, как и в этом самом, в оригинальной версии, когда смотришь карту, вроде как игра становится на паузу. Так, а куда нам идти вообще, в принципе? Взять. Ага. Ладно, погуляем просто. Как-то игра тормозит. Значит, все-таки придется поменять световое пространство. Вот так вот. Яркость. Так. 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 К сожалению, пришлось ухудшить чуть-чуть графику. Так, назад. Что у нас тут? Патроны для пистолета, естественно, взять. Зараза, сука. Вроде. Так, я, по-моему, обратно вернулся, да? Ладно, погнали их мочить тогда. Надо в башку стрелять, обязательно в башку. Скотина.
Давай ножом. А, тут ключ нужен нам, да? Так, тут закрыто. Я на главной улице. Куда дальше? Видишь большие опорные башни? Это подстанция. Сможешь попасть туда через переулок справа. Ты про переулок в огне? Возможно. Ну, огонь бабе вроде тебя такое не помеха. Да пошел ты. Надо потушить огонь. Потушить огонь. Чем? Ножиком, что ли? Нет предмета, которым можно было бы потушить огонь. Вот в чем дело. Нужен шланг, я так понимаю, да? Ох, сука. Уроды, а? Наконец-то. Столько патронов на них потратил, ужас. И траву использовал. Скотина. Так, здесь я уже был. И тут я был. Откуда эти пидоры? Днем играть в игру, в которой действие происходит ночью, такое себе. Вам-то на экранах все отлично видно. А вот у меня с этим проблемы. Сдохните, падай. Кстати, если я возьму
Нож. Отлично. Чего я раньше не догадался, а? Так. Ведь где-то же я еще видел такие ящики. Так. Давайте-ка прогуляемся чуть назад. Да-да, в поисках такого ящика. Вроде бы видел. Или нет? Так, нету, да? Ладно. Пистолет. Ряжен. Нужно потушить огонь. Огонь. Огонь, огонь, огонь. Тут что здесь? Короче, нам нужно, наверное, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь. Нужен нам для пожарного гидранта шланг. Так, вот тут растения какие-то. Может быть, среди этой травы есть полезное для нас? Вряд ли, конечно, все настолько легко. Я же выбрал цвет сложности стандартный. Хорошо, что можно сделать вот так. Опа, скакивать. Иди сюда. Ё-моё, так они не умирают. Вот это что? Фига себе. Тут даже и музыка играет. Ё-моё, блядь. Я понял, в чем моя ошибка. Я не взял кое-что. Так. Отмычка.
Погнали обратно, потом сохранимся. У меня же есть отмычка, мать вашу женщину. Так, ну сюда. Не сюда. Погнали обратно. Хрен там. О. А оно у меня осталось? Осталось, отлично. Вот это я тупанул. Так, замысловатая коробочка. И что же в этой коробочке? Так, любой предмет можно и посмотреть с разных углов. Выберите его и нажмите Q. А, не Q, а поиск. Окей, хорошо. Это я знаю, что нужно. Так, изучить. Какая-то небольшая коробочка. Кажется, внутри что-то есть. Да. И что это? Зеленый камень. Искусственный изумруд. Похоже, его можно куда-то вставить. Я даже знаю, куда. Так, это что? Ваша кукла Чар. Это ерунда, это нам не пригодится. Так, еще кое-что надо. А, блин. Кстати, в Resident Evil 7 такая же фигня есть. Куколки эти, которые шум создают только лишний. Так, погнали. Погнали назад. Вот сюда. Ставил. Отлично. Ручная граната. Что еще? Все. Отлично. Взял ручную гранату. Так. Красная трава. Шикарно. Вот теперь можно идти вперед. Так.
Вот. Вот это я тупанул с отмычкой, это жесть. Жесть, сука. Так. Придурки. Так. Так, сюда не хочу. Хотя... Давайте пойдем, сохранимся. Что у нас здесь? Так, отмычка. Использовать. И... Взял ручную гранату. Все, что ли? Больше тут ничего нет. Окей. Ну, спасибо за гранату хотя бы. Так, что у нас тут? Замысловатая коробочка, окей. Берем коробочку. Изучаем. Так, открываем. Красный камень. Отлично. Так. Тут кнопку нажал. Сохраняется. Так, сохраняется здесь. Чего, бля? Музяка всякая. О, кстати, что у нас здесь? Зеленая трава. Отлично. Берем зеленую траву, объединяем с красной. Ну, далее. Теперь берем изучить. Так, смесь трав, зеленая плюс красная. Смесь из двух разных трав полностью восстанавливает запас здоровья. Хорошо. А у нас запас здоровья небольшой, но и не слишком маленький. Поэтому... Так. Еще раз сохранимся. Тут по 10 раз смешивать травы. Так, погнали. Погнали обратно вставлять камень. Так, отмычка здесь не поможет. Нифига, здесь надо что-то другое. Ладно. Ну, знаете, мне намного интереснее играть стало. Вот именно в такой вот. Делать даже не в качестве графики самой, а вообще изображение совершенно другое. Когда ты играешь практически в 2D, а тут 3D-шное такое все от третьего лица. Ну и там от третьего лица, но картинка совершенно другая.
Что это такое? Тактическая ложа, дробовик. Хорошо. Дробовик мы, наверное... Так, изучить. Деталь для дробовика М3. Уменьшает отдачу, повышает стабильность оружия, что обеспечивает более высокую точность. Ага. Окей. Деталь для дробовика. А где сам дробовик? Это у нас сохранение. Сейчас нам сохранение не надо. Так. Вот сюда давайте пройдем. Вроде я куда-то не туда иду. Вот сюда. Есть ли у нас тут дробовик вообще? Монета. Винтовка. Дробовика у нас нет. Ладно. Погнали вперед. Нам нужно как-то пожарным гидрантом воспользоваться. Где тут музыка играет? Вроде там орёт. Знаю, что вы напуганы, но прошу, потерпите немного. На кухне второго этажа начался пожар. Мы вас вытащим, но вам нужно сохранять спокойствие. Спуститься на лифте. Пожалуйста, следуйте к запасному выходу и выбирайтесь через него. Если кто-то не может спуститься по пожарной лестнице, поднимите руку, и я вам помогу. Вы погибли. Охренеть, меня сожрали. Жесть. Сохранился я, нет? Да, сохранялся. Жесть. Ладно, погнали. Еще раз сходим. Назад. Возьмем вещи для дробовика и пойдем обратно. Блин,
Я же и не пройду. Все время пытаюсь. Так, потом вернемся назад. Сохранимся. Чтобы еще раз сюда уже не бегать. Использовать. Взяли. Отлично. Бежали теперь. Сюда. Сохранились. Погнали. Так, порох тут брали, да? Да. Так, еще раз вернемся. Сохраниться. Пожарной части Ракун-Сити. Знаю, что вы напуганы, но прошу, потерпите немного. На кухне второго этажа начался пожар. Мы вас вытащим, но вам нужно сохранять спокойствие. Не пытайтесь спуститься на лифте. Пожалуйста, следуйте к запасному выходу и выбирайтесь через него. Идите сюда, сукины дети. Если кто-то не может спуститься по пожарной лестнице, поднимите руку. Вот уроды, а. Суки. Блядь. Ты сегодня сдохнешь или нет? Роды. Нет, по-моему, надо перезагрузить игру. Так. Вот это. Сейчас я кое-что сделаю.
Так. Мгм. Ведь винтовка. Вот. Заценим, что это такое все-таки. Так. Вот так. Выбрать. Бесконечные патроны? Да ладно. Ну-ка, давайте. Так, мой порох нам не помешает. Или я уже сохранялся, после того, как его взял. Вроде сохранялся, не помню. Я из пожарной части Ракун-Сити. Знаю, что вы напуганы, но прошу, потерпите немного. На кухне второго этажа начался пожар. Мы вас вытащим, но вам нужно сохранять спокойствие. Не пытайтесь спуститься на лифте. Пожалуйста, следуйте к запасному выходу и держитесь через него. Суки, выродки. Если кто-то не может спуститься по пожарной лестнице, поднимите руку. Давайте их заманим вот сюда. Так, патроны, отлично. Падла. Все равно укусила. Заебали вы, выродки. Короче, боеприпасы бесконечные. Но толку что-то я от них не вижу. Так. Ловите, суки, дети. Слабоватенькое это оружие. Ну, видать, неспроста оно слабое. Неспроста оно бесконечно. Так, кстати. Что у нас там вот дальше? Ага. Это я сюда прийти. Ладно. Так, везде, где помечено красным, это эти самые выродки ходят. Окей.
Ну, я так предполагаю. Так, кстати, хотя... Вот здесь наверху что у нас? Так, отлично. Мне бы что-нибудь полезное. Патроны. То, что надо. Падла. Ни хрена себе. Скотина. Урод, он пытается дверь. Сука. Падла. Мне нужна аптечка срочно. О, кот. Нифига. Давайте подбирать. Один. Нифига. Два. Нифига. Три. Нифига. Четыре. Тоже нифига. А вот что слева? Так. Дневник владельца аптеки. Вот. Придется почитать. Новый тоник для... Давайте поищем цифры. Так, вот, сейф. Надо подумать, не купить ли сейф. Для пущей сохранности такой кучи денег. Ладно. Новый сейф идеально, никто не знает. Код. Даже моя дрожайшая женушка. Дрожайшая? Ладно. Правильно будет, наверное, дорожайшая. В общем, не знаю. Напишите в комментариях, как правильно. Может быть, здесь нет ошибки. Так, этот секрет я разделю только с королевой Акоксур. Она иногда не скажет его ворам. Никогда не скажет его ворам. Двадцать четыре, 2, может, в числах. А нет, тут 15. Давайте 13. А вдруг? Нифига. Код 14. Нет. 12. Нет. 11 тоже нет.
10. 10 нет. 9. Нет. 8. Нет. 7. Нифига. 6. Нифига. 5. Нифига. 4. Нифига. 3. Нифига. Да что за хрень? Два. Четыре. Нет. Ладно, что ж, придется искать какие-нибудь записки. Аквасур. Так, снаряжение, файлы. Куртка, травы, порох. Данные владельцы аптеки. Королева и Аквакур, или такой Аквасар, или Аквасур. Ну, в общем, это подсказка. Аквасур. Что-то с водой связано. Аква. Ладно. Тут у нас что? Порох. Так. Это обычный порох. Так. Изенить. 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 Это ни с чем нельзя объединить. Ясно. Окей. Так, оттуда я пришел, да? Вот отсюда. Где тут матрешка эта была? Вот слева, слышишь? Наушники. Теперь справа. Сейчас справа. Значит, где-то здесь. Ладно, хрен с ним. Может, она вообще вверху. Что ж. Так. Мне куда вообще? Я уже и заблудился. Вниз пойти или вверх?
сходим вниз. Так, а тут я был. Точняк. Так. Сохранимся еще раз. Чего тут? Ага. Тут мы были. Значит, нам вот сюда. На всякий случай. Я думаю, вы меня понимаете. Никто осуждать меня за это не будет. Горите, суки, в аду. Так, опасно, тебя знаю. Эй. Порох или трава? Сука. Вот, для экономии места сделаем вот так, да. Так. О. Так, здесь спуститься не сможем. А стоит ли? Сейчас мы это убедимся. А если я вот так вот, фига. Ну вот нечем, мне, блин. Давайте я кое-что еще сделаю. Стройки. Кран. Зеленый. Вот так вот. Оно мне мешало. Как включить этот ебаный пожарный гидрант, я не знаю. Так, вот здесь может что-то есть.
Ладно, в принципе. Давайте отложим чуть на попозже продолжение. Сохраниться я сохранился, после сохранения ничего важного не сделал. Поэтому пока что я закончу. Ну, уже скучновато стало. Да и само видео уже слишком долго длится. Поэтому, кому понравилось, ставим лайки. Оставляем обязательно свое мнение в комментариях. Я читаю каждый комментарий. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Я с вами пока прощаюсь. До новых встреч. Пока.